Привет, дорогие друзья! Меня зовут Егорова Настя, я бровист, и сейчас хочу поговорить с вами о часто задаваемых вопросах в работе бровиста. И первый вопрос – это почему после долговременной укладки бровей не прокрашивается кожа? Нужно понимать, что во время долговременной укладки бровей у нас происходит легкий пилинг кожи. И для того, чтобы уменьшить воздействие составов на кожу, ее нужно защитить. Поскольку окрашивание у нас происходит на коже благодаря тому, что пропитывается роговой слой, нам этот роговой слой нужно сохранить и защитить его. Перед тем, как начать долговременную укладку бровей, нанесите легкий масляный раствор. Такой есть в различных брендах. Крем, который наносится до окрашивания бровей, либо же защитное органовое масло. Также важно хорошо смывать составы. То есть после того, как вы провели процедуру долговременной укладки, нужно тщательно с помощью шампуня смыть составы с кожи. Ну и еще один важный момент – это дать краске перед тем, как наносить ее на брови, постоять и окислиться, чтобы она набрала пигмент. В таком случае окрашивание на коже будет ярче и вы не затемните волосок. Следующий спорный вопрос – это почему после долговременной укладки бровей нельзя окрашивать брови хной. Долговременная укладка – это процедура, в ходе которой волосок разрыхляется, структура волоска открывается, чешуйки поднимаются, и даже если мы окрашиваем брови краской, есть риск затемнения волоска, то в случае, если после процедуры мы нанесем хну, волосок очень сильно забьется ее частичками. Нужно понимать то, что хна – это физический краситель, она работает по принципу адгезии, то есть она прилипает к волоску, и после долговременной укладки, когда волосок разрыхленный, открытый, с сильной чешуйки, налипание хны и затемнение волоса будет гораздо более сильным, чем без процедуры долговременной укладки. Поэтому ни в коем случае мы не окрашиваем брови хной после долговременной укладки. Следующий вопрос, который чаще всего возникает у начинающих мастеров, это почему в процессе окрашивания та бровь, на которую наносят краску позже, окрашивается ярче. Это может быть вследствие того, что вы медленно наносите краситель. Когда мы замесили краску, она начинает окисляться, и чем больше краска окислилась, тем ярче ее окрашивание будет на коже. Поэтому действовать можно следующим образом. После замеса краски вы наносите частично хвостик на одной брови, хвостик на второй брови, тело на второй брови, тело на следующей брови. И так постепенно наносите краску на каждую бровь. Если вы не можете работать быстро, этот способ даст вам равномерное окрашивание. Следующий вопрос – это можно ли делать долговременную укладку через неделю после окрашивания бровей? Конечно, можно делать долговременную укладку после окрашивания бровей через неделю, либо две, либо другой, любой промежуток времени. Просто нужно понимать, какой эффект вы получите. Поскольку в процессе долговременной укладки волосок разрыхляется, открывается, из него выходит пигмент, то окрашивание, которое было сделано до долговременной укладки, оно будет смыто. То есть пигмент, который вы положили в волосок до долговременной укладки во время окрашивания, будет вымыт химическими составами долговременной укладки. Но также, конечно, нужно понимать, что если вы работаете с жесткими окислителями до долговременной укладки и сразу же через неделю либо меньший срок хотите сделать укладку, то это двойной удар по волоску. Он будет иссушаться и, возможно, начнет обламываться. Поэтому не рекомендуется использовать высокие проценты окислителя при окрашивании. Еще один популярный вопрос – это как проверить, работают ли составы для ламинирования или долговременной укладки, если вы ими какое-то время не пользовались. Самый простой способ – это мастеру взять свой волос и на нем проверить работу составов. Таким образом, вы напрямую увидите, поддается ли волос работе с составами. Вы наносите составы, как обычно, вы наносите их на брови, либо же на ресницы, но наносите их на свой волос
волос, и тогда проверяете, меняется ли форма волоска или нет. Легко это сделать, если взять какой-нибудь пластиковый элемент, ручку или ножку от кисти, обмотать кисть волоском и провести процедуру так, как вы провели бы ее на бровях или на ресницах. Если ваш волосок останется закрученным, примет форму кисти, на которую вы его накрутили, значит составы рабочие. Вот такие популярные вопросы я сегодня для вас разобрала. Если у вас есть еще какие-то спорные вопросы по проведению процедур, либо вы не знаете, как воспользоваться тем или иным продуктом, пишите об этом в комментариях, я вам на них отвечу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока!